Китай выпустил новое поколение безумного транспорта, который шокирует всех. Китайская автомобильная индустрия считается одной из самых быстрорастущих в мире. Причинами этого успеха стали огромный внутренний рынок, активное внедрение инновационных технологий и стремительный экономический рост страны. Сегодня я расскажу вам о новейших китайских разработках в сфере транспорта, многие из которых уже стали реальностью. Поехали! Концепция летающего автомобиля GA-C-Gov. 12 ноября 2022 года на 15-й китайской международной авиационно-космической выставке был официально представлен новый летающий автомобиль GA-C-Gov 2025 года, который был разработан компанией GAS. На презентации также была продемонстрирована уникальная возможность взлета кабины самолета с шасси машины. Специальный летный сертификат для этого устройства был выдан 11 сентября 2024 года, что стало важным шагом на пути его сертификации. GOV — это электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, использующий уникальную конфигурацию, которая позволяет разъединять или соединять кабину с шасси. Это дает возможность осуществлять 3 режима: передвижение по земле, полет и стыковка в воздухе и на земле. Дизайн аппарата символизирует безграничные возможности исследования будущего транспорта. Шасси GOV не только выполняет функции взлетно-посадочной платформы, но и служит мобильной зарядной станцией. После отрыва кабины от шасси оно может самостоятельно найти ближайшую станцию для подзарядки. Когда кабина готовится к посадке, шасси устанавливает зашифрованную связь с аппаратом, обеспечивая точное приземление и одновременно подзаряжая кабину. Конструкция кабины включает шестиосную многороторную систему с 12 винтами, причем подъемная сила одной оси составляет более трети максимального взлетного веса аппарата. Компания GAC планирует начать пилотную эксплуатацию этого летающего транспортного средства в 2027 в нескольких городах, расположенных в районе Большого залива Гуандун, Гонконг, Макао. Последняя модель электромобиля от компании NIO ET9 занимает лидирующую позицию в линейке, которая теперь включает 9 автомобилей. Этот экземпляр предлагает несколько инновационных решений, включая 900-вольтовую электрическую архитектуру и уникальное проводное рулевое управление. С размерами 210 дюймов в длину и 79 дюймов в ширину, ET9 обещает стать действительно впечатляющим автомобилем. Автомобиль оснащен полным приводом, который обеспечивается 2 электродвигателями. Спереди размещен 241-сильный асинхронный двигатель, а сзади мощный синхронный мотор с постоянным магнитом на 456 лошадиных сил. Батарея емкостью 120 кВт-часов работает на 925 вольт и поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 600 кВт. Производитель утверждает, что можно зарядить батарею на 158 миль всего за 5 минут. ET9 стал первым автомобилем марки с технологией управления по проводам. Эта система не имеет физической связи между рулем и колесами, вместо этого все сигналы передаются электронно. В случае сбоя питание дублируется для обеспечения безопасности. Машина оснащена полноуправляемым шасси, что позволяет задним колесам поворачиваться на угол до 8,3 градуса, а также активной электрогидравлической подвеской. Как и другие автомобили премиум-класса из Китая, ET9 ориентирован на комфорт пассажиров второго ряда. В салоне есть 2 откидывающихся кресла, раскладной столик в авиационном стиле и масса удобных функций, таких как массаж, вентиляция и подогрев сидений. Пассажиры смогут наслаждаться системой шумоподавления и использовать 11 моторизованных шторок для создания приватности. Также в наличии несколько сенсорных дисплеев. Для обеспечения безопасности и повышения удобства вождения ET9 будет оснащен усовершенствованной системой помощи водителю с 3 лидарами. Один из них смотрит вперед, а 2 других следят за окружающим пространством. Модель уже доступна для предварительных заказов в Китае. И первые автомобили будут доставлены своим владельцам в первом квартале 2025 года. Стоимость начинается от $112 тысяч США. Модель городской воздушной мобильности EHang 216S. В то время как крупнейшие стартапы по всему миру только разрабатывают концепты аэротакси и проводят демонстрации на выставках, китайская компания EHang уже добилась значительных успехов с моделью eVTOL EH216. После успешных испытаний и получения одобрения для коммерческого использования, компания начала серийное производство этого уникального летательного аппарата. Модель была переименована в EH216S. Официальные продажи стартовали 1 апреля 2024 года. Стоимость этого транспортного средства в Китае составляет около $330 тысяч. Взамен покупатель получает автономное аэротакси с электрической силовой установкой и 16 пропеллерами, по 8 на каждой оси.
способная перевозить двоих пассажиров. Запас хода EA216S не очень велик, всего 18,5 миль на одном заряде аккумулятора. Однако эта цифра актуальна при идеальных условиях, в то время как при встречном ветре, дожде или низких температурах дальность полета будет уменьшаться. Максимальная скорость аппарата составляет 81 милю в час, что с учетом возможности избегать пробок и летать по прямой является довольно хорошим показателем. Компания eHang подчеркивает, что EH216S был разработан не только для частных пользователей, но и для корпоративных клиентов. В частности, данный аэротакси может использоваться для осмотра достопримечательностей, городского туризма и пассажирских перевозок в крупных мегаполисах, где его возможности окажутся наиболее востребованными. Плавающий вездеход BYD Yangwang U8. BYD Yangwang U8 — это не обычный электромобиль, а подключаемый гибрид, обладающий невероятной мощностью и передовыми технологиями. Оснащенный 4 электродвигателями, каждый из которых работает на одно колесо, U8 достигает общей мощности в 1196 лошадиных сил, по 299 лошадиных сил на каждый мотор. Такая конструкция с независимыми двигателями позволяет автомобилю выполнять уникальный маневр — танковый разворот на 360 на месте. Питается система от гибридного источника. Полголовной двигатель заряжает аккумулятор емкостью 49,5 кВт-часов. На одном заряде электромоторы могут пройти 112 миль, а при полном заряде аккумулятора и заправке топливом в 75 литров общий запас хода составляет 621 милю. С размерами 209 на 81 на 76 дюймов и колесной базой 120 дюймов. U8 довольно велик, но при этом остается пятиместным внедорожником с внушительной массой — почти 7720 фунтов. Однако, благодаря высокой мощности автомобиль обладает впечатляющей динамикой. Он разгоняется до 62 миль в час всего за 3,6 секунды. Для автономного вождения внедорожник оборудован 38 датчиками, включая 3 лидара, 13 камер, 12 ультразвуковых датчиков и 5 радаров милликолевого диапазона. В салоне также установлены 6 больших экранов, система звука Dynaudio с 22 динамиками и встроенный спутниковый телефон, что добавляет удобства и продвинутости. Yangwang U8 оснащен гидравлической подвеской D-SUS-P, позволяющей поднять кузов на 6 дюймов. Это делает машину особенно способной на бездорожье. В версии Premium Edition она может преодолевать броды глубиной до 3 футов, а в версии Off-Road Master Edition с шноркелем до 5,6 фута. Впечатляющей особенностью является способность плавать в воде до 30 минут, двигаясь с максимальной скоростью 1,8 мили в час, а также выполнять танковые развороты в воде. Защита IP68 гарантирует безопасность работы в экстремальных условиях. Суммируя все эти уникальные характеристики, BYD Yangwang U8 можно смело назвать одним из самых продвинутых внедорожников на рынке, а его стоимость, составляющая $150 тысяч США, делает его самым дорогим массовым автомобилем в Китае среди машин на новой энергии. Высокоскоростная капсула Hyperloop. В начале 2023 года в Китае завершились успешные испытания полноразмерной пассажирской капсулы сверхбыстрого поезда Hyperloop, разрабатываемого местным исследовательским центром. Это революционное транспортное средство будет использоваться на маршруте между двумя крупными китайскими мегаполисами — Гуанчжоу и Шанхаем. Скорость нового поезда просто поразительна. Если ранее путешествие между этими городами занимало около 3 часов, то с запуском Hyperloop время в пути сократится до невероятных 15 минут. Протяженность нового маршрута составит 109 миль, а максимальная скорость, которую способен развить Hyperloop, впечатляющие 621 миля в час. Суть работы Hyperloop заключается в том, что капсулы, которые перевозят пассажиров и грузы, движутся по вакуумным трубам, используя электромагнитные поля для создания движения. Этот принцип позволяет значительно уменьшить сопротивление воздуха и трения, что и делает возможным такие высокие скорости. Уже в 2024 в ходе испытаний, проведенных в тестовом вакуумном тоннеле длиной 6500 футов в Датун, китайским ученым удалось разогнать капсулу до скорости более 387 миль в час, что подтверждает, что достижение заявленных 621 мили в час уже совсем близко. Летающий автомобиль Xpeng X3. Осенью 2022 года на собственной выставке 1024 Tech Day компания Xpeng представила экспериментальный летающий автомобиль, приближенный к серийной версии. Это стало результатом работы подразделения Xpeng Aero HT, которое было основано в 2013-м. Китайская компания утверждает, что создала первую в мире электрическую летающую машину с вертикальным взлетом и посадкой.
Xpeng Aero HT X3 — это третье поколение летающих автомобилей компании, которое стало более зрелой и функциональной версией по сравнению с предыдущими моделями X1 и X2. Эти ранние версии больше напоминали гибрид квадрокоптера и вертолета, оснащенные полозьями и авиационной кабиной. Новый же X3 выглядит почти как обычный современный кроссовер, но с модулем, включающим раскладные пропеллеры на крыше. Каждый угол автомобиля оснащен двумя пропеллерами, приводимыми в движение отдельными двигателями, что дает возможность сохранять устойчивость в воздухе, даже если часть двигателей выйдет из строя. На земле Xpeng Aero HT X3 ведет себя как обычный электромобиль с простым управлением и схожими характеристиками. Однако в воздухе управление осуществляется с помощью руля и селектора трансмиссии, который играет роль джойстика, позволяя выполнять все необходимые маневры. Принципы полета регулируются стандартами малой авиации. Представители компании заявляют, что летающий автомобиль уже прошел серию летных испытаний, включая успешные тесты на частичный отказ двигателей. Однако точные технические характеристики и сроки начала серийного производства пока не раскрыты. На данный момент прототипы Xpeng Aero HT выполнили более 15 тысяч успешных полетов. В компании работают 700 человек с планами по увеличению штата до 1000 человек в ближайшее время. Система SkyTrain на магнитной левитации. В Южном Китае была запущена первая в мире транспортная система SkyTrain на магнитной подвеске, использующая постоянные магниты для левитации вагонов. Эта технология позволяет поезду двигаться без физического контакта с трассой, что значительно снижает трение, а также требует минимального количества энергии. Дополнительное питание для поддержания левитации не требуется. В начале 2022 года в китайской провинции был презентован SkyTrain, который успешно прошел испытания. Одним из главных преимуществ этой транспортной системы является ее способность работать практически бесшумно, а также более экономично по сравнению с другими видами транспорта, включая метро. Это связано с тем, что поезда на магнитной подвеске не испытывают сопротивления качению, что позволяет значительно снизить потребление электроэнергии для разгона. Но самой высокоскоростной магистралью на магнитной подвеске в Китае является Шанхайская линия. В стране также действуют еще 2 линии на магнитной подвеске, а 2 находятся в стадии строительства. Трасса в Ухане, известная как Red Rail, является уникальной в своем роде. Она имеет длину всего 2625 футов и установлена на стальных опорах на высоте около 33 футов над землей. По ней курсирует поезд с 2 вагонами, вмещающими по 88 пассажиров. Поезд висит на магните, и между ним и рельсами нет физического контакта, что позволяет двигаться практически бесшумно и без трения, развивая скорость до 50 миль в час. Технический оператор не обязателен, но он все же может находиться в кабине. После завершения испытаний трассу планируется продлить до 4,5 миль, а скорость поезда увеличится до 74,5 миль в час. В будущем также возможно достижение скорости до 621 мили в час, однако это пока в стадии теоретических разработок. Благодаря такому инновационному дизайну система SkyTrain требует меньшего пространства для строительства по сравнению со скоростным трамваем и метро. Стоимость строительства такой транспортной системы значительно ниже, примерно в 10 раз, чем метро, несмотря на дороговизну неодимовых магнитов, которые используются в конструкции. Кроме того, восстановление таких трасс после стихийных бедствий окажется гораздо проще и дешевле, чем ремонт традиционных железнодорожных путей. Инновационный ховерборд Shane. Shane — это первый концептуальный двухколесный электромобиль, который, по словам создателей, готов к повседневному использованию на городских улицах и трассах. Его изобретатель Шейн Чен известен как создатель ховерборда и теперь предлагает новый взгляд на автомобили будущего. Внешне Шейн может выглядеть как игрушка, но внутри он рассчитан на комфортное размещение до 5 взрослых человек. Дизайн салона напоминает элементы американских горок, создавая футуристическую атмосферу. Однако, несмотря на такие нестандартные решения, Шейн полностью ориентирован на практичность и комфорт. Одной из ключевых особенностей этого автомобиля является его уникальная система колес, которая автоматически регулируется, поддерживая равновесие при движении. Это позволяет автомобилю оставаться стабильно на высокой скорости, обеспечивая безопасность. Кроме того, Шейн выделяется своей исключительной маневренностью. Изменение направления движения осуществляется без усилий, позволяя автомобилю буквально поворачивать на месте. Это значительно облегчает парковку и перемещение в ограниченных пространствах, что делает его удобным для городской среды. Отсутствие традиционного рулевого колеса добавляет автомобилю не только футуристический вид, но и улучшает ощущение от вождения, делая управление автомобилем интуитивно понятным и динамичным.
Если вам мало шока от китайских автомобильных разработок, ловите еще несколько концептуальных логистических решений. Дороги, которые не боятся зимы. Компания Anhui Jiahong представила инновационную технологию для борьбы с обледенением дорог, использующую циркуляцию теплоносителя в трубах, встроенных прямо в дорожное покрытие. Эта система эффективно растапливает лед и снег, предотвращая их накопление даже в самые холодные зимние дни. Кроме того, компании активно разрабатывают саморегулирующиеся нагревательные кабели. Эти кабели автоматически регулируют мощность нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, что позволяет оптимизировать потребление энергии и эффективно поддерживать дорожное покрытие в безопасном состоянии. Такие системы не только способствуют повышению безопасности на дорогах, но и значительно снижают эксплуатационные расходы на зимнее содержание, уменьшая потребность в механическом очищении снега и применении химических реагентов. Беспилотные грузовики. Компания Pony AI получила разрешение на проведение испытаний колонн беспилотных грузовых автомобилей на трассе Пекин-Тяньцзинь-Тангу. Эти транспортные средства полностью автономны, не имеют кабины для водителя и управляются с использованием искусственного интеллекта, системы компьютерного зрения и технологии связи 5G. На данный момент было перевезено около 25 миллионов фунтов грузов, и к 2013-му доля беспилотных автомобилей на китайском рынке грузоперевозок может достичь 10-20%. В Шанхае также была открыта первая в мире дорога для беспилотных автомобилей, поддерживающая связь 5G. Этот участок протяженностью 127 миль, расположенный в районе Пудун, уже используется для тестирования 794 автономных транспортных средств, принадлежащих 32 компаниям. В будущем в Китае планируется построить более 1200 миль дорог с поддержкой связи 5G, что значительно ускорит развитие беспилотных перевозок по всей стране. Экологичное шоссе. Шоссе Цзинань-Хэфэй является не только важной транспортной артерией, но и примером инновационного экопроекта. Несмотря на то, что автомобили, двигающиеся по этой дороге, ежегодно выбрасывают 300 миллионов фунтов углекислого газа, благодаря встроенным в инфраструктуру солнечным панелям, ветряным турбинам и геотермальным насосам, шоссе компенсирует почти 500 миллиарда фунтов СО2. Это означает, что дорога поглощает больше углекислого газа, чем выделяет, что делает ее экологически устойчивой. Солнечные панели, установленные вдоль дороги, генерируют 32 гигаватта в час энергии в год, а мощные накопители на 9 мегаватт эффективно хранят эту энергию для дальнейшего использования. Такая концепция помогает значительно снижать углеродный след и является шагом вперед в развитии экологически чистого транспорта. Грузовые дроны. Китайский стартап Air White Whale разработал крупнейший грузовой дрон WA-5000, который способен перевозить до 11 тысяч фунтов груза на расстояние более 1500 миль. Этот инновационный дрон обещает значительное снижение затрат на логистику, сэкономив до 40% в сравнении с традиционными методами перевозки. Может осуществлять полеты в различные регионы, включая страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Россию и Японию, предоставляя гибкую и эффективную альтернативу для международных грузоперевозок. На трассе G20 Циндао-Инчуань в Китае были внедрены антисонные лазеры, которые помогают водителям поддерживать внимание, особенно в ночное время. Лазеры создают яркие световые эффекты, стимулируя бодрость и снижая усталость дальнобойщиков. По словам водителей, система оказалась весьма эффективной в предотвращении сонливости на долгих маршрутах. Такие инновационные решения, направленные на повышение безопасности на дорогах, могут быть распространены и на другие трассы в будущем. Китайская автомобильная индустрия активно продолжает инвестировать в разработку и создание инновационных концепт-каров, не ограничиваясь только электромобилями. Стремление к внедрению передовых технологий и экологически чистых решений позволяет Китаю занимать лидирующие позиции на мировом автомобильном рынке. Такой подход способствует не только развитию новых моделей, но и внедрению устойчивых технологий, что делает китайские автомобили конкурентоспособными на международной арене. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.